Всем привет! Не дает мне покоя скорость отрезания вот этим недавно сделанным резцом. Все бы хорошо, но скорость очень маленькая. Чуть начинаешь повышать скорость реза, как быстрорез начинает ужасно скрипеть, пищать. Несмотря на наличие СОЖ, все равно это не прекращается. Поэтому решился на очередной эксперимент. Многие делают пружинные резцы прямо вот из таких. Ну, особенно это касается ТВ-4. Если взять резец побольше, то можно просверлить здесь отверстие, сделать прорезь по аналогии с этим, только намного более миниатюрную. И резец все же начнет пружинить. Но я так делать не хочу, а хочу попробовать заменить вот это лезвие вставкой из такого резца. Сразу хочу пояснить такой момент. Многие говорят, что нужно прикупить лезвийное, так называемое, полотно, то есть выдвижной отрезной резец со сменными пластинами. Да, это выглядит идеально, но смотрите, вот эта пластина быстрореза имеет высоту 28 мм. Самый минимальный лезвийный резец, который я видел на Алиэкспрессе, это 26 мм. Соответственно, он будет лишь на пару миллиметров ниже этой пластины. И тогда какого размера, получается, будет этот резец? Вот можно представить. То есть нужно делать совсем другую оправку для него, совсем другого размера и, скорее всего, все-таки пошире. Ну, по поводу ширины в комментариях к предыдущему видео было много возражений, но я все же придерживаюсь того, что играет роль здесь сечение и ширина. Иначе этот резец будет легко играть вот так вот. Работать он, конечно же, будет, но точности у него такой не будет. Даже вот здесь, после разрезания, я чувствую, что есть некоторое смещение металла. То есть, видимо, были какие-то внутренние напряжения, и после разрезания, даже без каких-либо еще значительных нагрузок, которые на него подавались, уже есть искривление. Поэтому делать из более тонкого металла, я бы все же не рекомендовал. Здесь 15 мм. Ну и давайте пару слов скажу о размерах, так как все равно периодически их спрашивают. Отверстие здесь диаметром 14 мм. Внешний радиус я не замерял, когда делал. Ну вот примерно прикину, около 40 миллиметров. Толщина, как я уже говорил, 15, даже больше. Пластина исходная была 16 миллиметров. После летучки с этой стороны осталось вот 15,5. И именно по этой причине я не стал использовать летучку на обратной стороне. Если помните, я просто прошелся наждачкой здесь. Как раз для того, чтобы не уменьшать толщину пластины. Ну, по поводу внешнего вида, конечно, можно долго спорить, копировал я его у кого-то или не копировал. Рано или поздно все какие-то вещи, которые делаются и проверяются многими людьми, приходят все равно к какому-то единому стандарту. И мне кажется, что вот примерно вот такой стандарт у меня и получился. Если бы я хотел скопировать, проще взять чертежи, которые довольно часто встречаются. Также тоже касательно внешнего вида. Вот эта прорезь сделана под углом для того, чтобы удлинить вот эту часть, на которой крепится сама державка. Если бы я ее сделал прямо, то видите, насколько бы сократилась площадь прилегания. Ну, еще один момент, немного упущенный в предыдущем видео, что вот здесь сделано обнижение. 0,5 высотой, толщиной, поэтому визуально его не видно. Возьмем вот такую фольгу, она примерно тоже 0,5 толщиной. И как видите, она здесь свободно вставляется. А здесь ее уже, соответственно, не вставить. Что касается текущего эксперимента. Хочу использовать обычный напойной резец, такой или вот такой, сделав из него своеобразное лезвие вместо быстрореза.
и попробовать попользоваться так. В принципе, ожидаю я от этого только увеличения скорости реза. Какой-то более-менее большой диаметр резать вряд ли получится. Но если получится, я рассчитываю максимум до 50-60 мм. Большего мне обычно не требуется. Какие нюансы при этом сразу же возникают? То, что напольная пластина значительно выше, чем режущая кромка у быстрорезного лезвия. Причем, я бы сказал, очень значительно. Не хватит даже подточки пластины. Пластина просто на другом уровне. Но, учитывая то, что вот эти резцы изготовлены, в общем-то, как попало, вот этот такой, этот уже бэушный переточенный, вот такой. Ну и, соответственно, я немножко поподбирал их, выбрал два более-менее подходящих резца. С остальными ситуация была еще хуже. И думаю пойти вот на такую вещь. Для начала возьму бэушный резец. Он и так уже потрепанный. И самое главное, кончик у него уже подломанный. То есть я подрежу, и пластина станет еще ниже. Для пробы сойдет. Я нанес здесь уже разметку. Вот эта царапина. Служить она будет для того, чтобы изменить угол для этого резца. Я беру примерно, совмещая острые кромки для заточки и наклоняю быстрорезное полотно относительно обычного резца. Видите, нашел пластинку R6AM5. Трудно сказать, что она чем-то вообще отличается. Ну и в работе я думаю, что, как и говорят многие, она, может быть, будет чуть лучше, чем обычный R6M5, но сомневаюсь, что удастся заметить разницу в обычных условиях. Если бы она была с содержанием кобальта, как делают сейчас так называемые кобальтовые китайские сверла, тогда думаю, что прогресс был бы заметен сразу. Не сказать, что хорошо или идеально, но нормально получилось. Видите, вот здесь в дальнем конце съем был не до конца. Ну и ладно, тут все равно свободное пространство. Но наружную часть я трогать пока вообще не стал. В принципе, конечно, можно ее почистить, уменьшить еще на миллиметр. Но, думаю, высота пластины 12 миллиметров и так довольно маленькая. Пускай будет чуть больше мяса. Да и маркировка на пайке будет видна.
Одно тут можно сказать точно. Обороты применялись раза в 1,5-2 выше, чем с быстрорезом. Ну и, как можно было заметить, без заливания СОЖ. Лезвие я выдвигал не полностью, и сейчас самое время сделать это. В принципе, эксперимент довольно удачный. Вот так выглядит отрезанный быстрорезом тот же самый круг. Но свои нюансы, конечно же, есть. Ну, во-первых, под конец резец почему-то решил, что ему нужно заглубиться в одну из сторон. То есть он прямо создал чашку. Ну и также можно было наблюдать, что резцу, хотя в общем-то так же как и быстрорезу, нужна постоянная нагрузка. Если нагрузку не давать, он начинает скрести какую-то такую непонятную мелкую стружку. Диаметр отрезки составил вот столько. Ну, в общем-то, как и в предыдущий раз. Пластину заточил по принципу как попало, вручную. Обнижение сделал примерно до 50 мм, до диаметра в 50 мм. И это, в общем-то, сработало. Но одно могу сказать точно. Вот эта высота у лезвийных резцов не зря делается минимум 26 мм. Это как раз для жесткости. И этот резец, конечно же, сработал, но делать вылет более 25 мм уже нецелесообразно. Он, конечно, отгрызет как-нибудь, как попало, но точности уже точно никакой не будет. Пластину тоже приходится затачивать, как и прежде, максимально остро. Малейшее притупление начинается дребезжание. Этим резцом, как и быстрорезным, нужно приноровиться пользоваться. Раз уж я его сделал, теперь буду как раз этим заниматься. Единственный нюанс, конечно же, брать и перетачивать, перефрезеровывать вот эти вот резцы, это очень долго. И фактически, если захочется использовать все-таки такие резцы, то проще, наверное, купить лист 45 стали, допустим, 4-мм, и на пайке отдельно. Все это напаять и использовать. Ну, это очередные мои мысли вслух. А данный эксперимент подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. До свидания.